Для узора набираю цепочку из воздушных петель. Число петель должно быть кратно 4 плюс 3 петли. Я набрала 23 петли. Добавлю еще одну петлю для подъема на следующий ряд и перехожу к вязанию первого ряда. Разворачиваю немножко цепочку, первую петлю пропускаю, во вторую петлю в заднюю перемычку вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. Работаю столбиками без накида до конца ряда. У меня будет 23 столбика без накида в этом ряду. Последнее звено, последний столбик без накида, 23. Перехожу к вязанию второго ряда. Для второго ряда набираю 3 воздушные петли подъема, разворачиваюсь, делаю накид, первую петлю, куда набраны 3 воздушных петли подъема, пропускаю, в нее уже ничего не делаю. Во вторую петлю вставляю крючок, делаю столбик без накида. Работаю столбиками без накида до конца ряда. Здесь будет 22 столбика без накида и плюс первая вот эта вот подъемная цепочка из воздушных петель. Итого, то есть это снова 23 столбика, если мы будем считать еще и первую воздушную цепочку. Работаю так до конца ряда. Последний столбик придется вот в эту косичку. Подъемную петлю предыдущего ряда я не трогаю. Так, с одним накидом делаю последний столбик. Так, дальше снова делаю петлю подъема, разворачиваюсь и дальше начинаю уже делать узор. Делаю 2 накида на крючок, отсчитываю в первом ряду 2 столбика, 1, 2, и вставляю крючок вот так под третий и делаю рельефный столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. Дальше смотрите, в первую точку была сделана подъемная петля, затем рельефный, и здесь вот получается вот она косичка, то есть одну как бы косичку я пропускаю, вот сюда вставляю крючок и делаю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше снова 2 накида на крючок, но на этот раз я не доделываю этот столбик с 2 накидами. Возвращаюсь в ту же точку, куда был сделан предыдущий рельефный столбик, подхватываю рабочую нить, делаю 1 раз 2 петли, 2 раза 2 петли. И вот на этом я останавливаюсь. Снова добавляю 2 накида и дальше отсчитываю в первом ряду опять 3 петли. Вот они. 1, 2, 3. В четвертую, под четвертую вокруг нее вот так вставляю крючок и снова делаю рельефный столбик. Теперь уже я доделываю этот рельефный столбик. 1, 2 петли, 2, 2 петли. И здесь получается 3 петли и их тоже вместе. Вот таким образом я сделала 2 рельефных столбика вместе. Снова обращаюсь к изнаночной стороне. Здесь одну косичку пропускаю, на нее приходит рельефный столбик и снова делаю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И повторяю все это снова. 2 накида в предыдущий рельефный столбик, обвиваю его. 1, 2. Не доделываю этот рельефный столбик до конца, добавляю снова 2 накида. 1, 2. Отсчитываю внизу 1, 2, 3 и четвертый. В четвертый делаю рельефный столбик. 1, 2, 3. Так. Одну петлю отступаю. 1,
2, 3. Два накида, рельефный столбик в предыдущую точку, не доделываю его, 1, 2, снова 2 накида и снова 1, 2, 3 и вокруг 4. 1, 2, 3. Здесь одну петлю пропускаю, во вторую, 1, 2, 3. Опять 2 накида, 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Вот сюда. И доделываю рельефные столбики. 1, 2, 3. И снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 накида, рельефный столбик в предыдущую точку. 1, 2. Его я доделываю. Это будет последний. Видите, у него нет второй ножки. И последний столбик без накида делаю вот так, в подъемную петлю предыдущего ряда. Помните, здесь была цепочка из 3 воздушных петель. Вот в третью из этих воздушных петель делаю последний столбик без накида. Итак, это был третий ряд, первый ряд фактически узора, и на этом он заканчивается. Снова делаю 1, 2, 3. 3 воздушных петли подъема, разворачиваюсь. В первое звено сделана цепочка из воздушных петель, значит, в него мы уже ничего не делаем. Накид и работаю до конца ряда столбиками без накида. Если вы опять их пересчитаете, их будет 22, и 23 это будет вот эта вот подъемная цепочка. Вяжу столбиками с одним накидом до конца ряда. Итак, последние столбики в этом ряду это предпоследний столбик. И самый последний столбик придется в первую воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Это будет 23 столбик, если мы первую воздушную цепочку тоже считаем за столбик. Снова делаю петлю подъема и разворачиваюсь, и это будет уже 5-й ряд. Итак, как я вяжу в 5-м ряду? Вяжу 2 столбика без накида. Вот так. Заметьте, первое звено я пропустила, в него я не стала вязать столбик без накида, в него сделана воздушная петля подъема. Делаю 2 накида на крючок и обвиваю рельефный столбик нижележащего ряда. Вот так. Делаю 1, 2. Этот рельефный столбик я опять не довязываю. Снова 2 накида, и теперь я обвиваю 2 рельефных столбика нижележащего ряда. 1, 2. И вместе, да? Здесь опять смотрю, все то же самое дальше повторяется. Одну петлю пропускаю, на нее приходится рельефный столбик и делаю 1, 2, 3. 3 столбика без накида. Снова 1, 2, в нижележащий ряд. Снова обвиваю сразу 2 рельефных столбика. 1, 2. Этот не доделываю. Снова 1, 2. Опять под 2 вставляю крючок. И 1, 2. И вот теперь рельефные столбики доделываю. Продолжаю работать так до конца ряда. 1, 2, 3. И дальше рельефные столбики в нижележащий ряд. Заканчиваю последний раппорт в этом ряду. Снова 2 накида. Цепляю 2 нижележащих рельефных столбика. Вокруг них делаю 1, 2. Не доделываю.
2 накида. Теперь вот в этот рельефный столбик. И уже доделываю все свои рельефные столбики, да? Опять смотрю, что у меня на изнанке, а на изнанке остается сделать 2 столбика. Нет, даже не 2, 3 столбика без накида. 1, 2. И вот он третий в петлю подъема предыдущего ряда. 3. Это был 5-й ряд. Дальше 6-й ряд. Ну, 6-й ряд это четный. Четные ряды вообще все аналогичны. Это 3 петли подъема, поворот, накид и в каждую точку по одному столбику с накидом до конца ряда. Единственное, что напоминаю, что за количеством столбиков нужно следить, чтобы оно не изменилось, не уменьшилось, не прибавилось, если вам это не нужно. Здесь у меня 23 столбика, включая первую подъемную косичку. 6-й ряд я довязала, снова петля подъема, разворот, и дальше возвращаюсь к 3-му ряду и повторяю с 3-го по 6-й ряд на нужную высоту. То есть вот он узор будет 4 ряда, ну и фактически здесь вот 2 вида петель. Провязала я высоту несколько рядов этим узором, и посмотрите, какая красивая получается поверхность, какое вязание, такая вафелька. Вообще этот узор называется диамант или бриллиант, можно называть его еще вафелькой, как вам больше нравится. Хорошо подойдет для сумочек, но смотрите, форму он как бы не держит, вот колом не стоит, но все равно для сумок подойдет очень хорошо. Это будут такие мягкие, относительно мягкие сумочки. Можно вязать также этим узором, допустим, пледики, возможно, ковры. Вот, может быть, из джута какие-то коврики тоже можно связать. Мне кажется, будет отлично. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока-пока.